Всем привет! Давненько не выпускал видосы, но думаю, все-таки самое время. У нас поменялся баф на воронке. Да и в принципе данное видео подойдет не только к этому бафу, потому что уже в принципе некоторые моменты прояснились и пора все-таки разобрать их. Команда будет через разъедание. Туман я в принципе не менял уже, наверное, второй сезон подряд. Вот в третьем в начале я как поставил вот так он у меня и стоит. Ничего мы тут не меняем. Перейдем же к самой команде. Конкретно на данном бафе, так как он под холод и увеличение щитов и снижение лечения, то рейта у меня здесь вообще никак не заходит. У кого-то там что-то получается, возможно, просто за счет шмота набивать 6 с рейтой, но у меня они просто-напросто не живут. Возможно, опять-таки из-за шмота, но тем не менее. Давайте сразу покажу тайминги, какие я использую. Они также особо-то и не менялись. Джорна я ставлю 9.9, это для автобоев, хотя обычно автобой все равно почему-то проходит намного хуже, чем бой вручную. Это я поставил 16-18, он у меня без ускора. Ускор я вообще убрал у него. Вот. Так что стоит, в принципе, покрывая вот эту область, там где у нас повышенный урон. Далее Сакридея 9.5, Шмыгли 10.5, откаты у всех 15. Рук у нас вообще без таймингов. Чем чаще он зальется, чем больше раз он утонет, тем будет лучше. Огак также без таймингов. Первый очень важный момент. Это как вообще получается иногда хотя бы дожить почти всей командой до конца. Нам главное, в принципе, чтобы Рук дожил и Шмыгли прожил как можно дольше. Но максимум вот за минуту до конца боя он, точнее она, отваливается. Зачастую вообще бывает там минута 46 до конца, все, Шмыгли уже лежит. Потому что баф тоже очень жесткий, вообще не под эту команду. Но тем не менее, важный момент это также вот ускорение. У каждого все-таки индивидуально, так что попробуйте, конечно, так сначала. У кого-то видел 110, у кого-то вот 120 с копеечкой, у кого-то еще больше, и у всех по-разному. Таланты я беру вот эти. И в чем важный момент? То есть на Огака не стоит вообще забивать, потому что стал я более-менее жить именно в тот момент, когда заапал шмотки именно Огаку, и мы начали более-менее стоять. Я бы еще здесь апнул атаки, потому что у меня талант на усиление лечения от атаки. Руну я ему поставил на атаку с допом в просвете. И перчатка тоже на атаку. Также шмотки на просвет с немножко допами на атаку. И только благодаря этому я кое-как стал более-менее выживать. Тут также, без допа в атаку, зато много просвета. И здесь тоже. Еще бы, конечно, проточить бы, но пока нечего. Но тем не менее, вот именно при таком Огаке я более-менее стал жить. Далее это Джорн. Сапры, в принципе, хватает. До этого она не была завышена. Я там себе броню ставил на сапру. Но я нифига не жил. Сейчас я сделал баланс, чтобы у меня у Джорна было и защиты, и хп больше, чем у всех в команде. До этого я пытался сделать, допустим, там Шмыгли я ставил защиты больше, чем у Джорна, чтобы Шмыгли больше мог прожить. Но это не помогало. В итоге более-менее выживаемость поднялась, когда я сделал Джорну оба параметра выше, чем у остальных. Сделать это сложновато, но тем не менее. У Скора, возможно, будет лучше побольше, но я тогда потеряю нужные мне статы. Поэтому пока что у меня 52. Но, в принципе, не жалуюсь. Этого мне хватает. Также перчаточку достал. До этого у меня вообще она была с плоским АЗ. Вот сейчас, наконец-то, кое-как что-то подналадилось. Руна на сопротивление с допами. Как видите, Ускор не особо-то прокнул. Но лучшего варианта у меня пока нет. И здесь также на ОЗ с Ускором. Получается, у меня одна руна с 2 проками и одна руна с 1 проком на Ускор. Все, мне этого хватает. Возможно, потому что Джорн на 5-й пробуде, там есть ускорение. Так бы мне его, конечно же, не хватило. И пришлось бы жертвовать характеристиками и искать ускорение уже в рунах.
сет. Использую вот этот. В команде с Огаком он лучше работает, потому что у нас на 1 баф больше. То есть, когда он кидает бессмертие, у нас висит больше бафов. В случае, если стоит рейд, то у нас по факту 1 баф в команде. Это усиление защиты, все других вообще никаких нету. Потому что все, которые не рассеиваемые на нас висят, они не идут в учет. То есть баф атаки, вот этот сет работает только от рассеиваемых усилений. А по факту оно только одно, усиление защиты, которое кидает и Джорн, и рейд. С Огаком мы получаем атаки чуть-чуть побольше. Соответственно, кстати, за счет этого у нас и отхил чуть-чуть больше, и урон. Далее. Шмыгли. Тут все как-то так. Ну, что мог, то одел. Перчатка у меня вообще без допов каких-либо хороших атакующих. Но есть выживаемость. Кстати, не сказал бы, что это прям помогает, потому что сколько бы я защиты не ставил, что бы я ни делал, Шмыгли жить не хочет. Шмыгли хочет умирать. Поэтому как-то сильно упарываться там в дефовые характеристики смысла нет. Тем более Джорна нам обгонять все равно нельзя. Если упадет Джорн, упадут все. Далее. Таланты вот эти. По поводу этого таланта пробовал также, ну тут как видите, первый, да? Пробовал второй. У меня почему-то, лучше вот с этим. Тут еще момент такой, что ДПС самого Шмыгли может быть чуть меньше по сравнению с тем талантом. Но за счет того, что мы накидываем разъедание, которое причем усиленное на 50% за счет вот этого скилла, то итоговый урон выходит больше, потому что нам удается больше наложить самого разъедания, и рук наносит больше урона. Ну и думаю, ни для кого не секрет, что рук это и есть весь урон у разъедания. Сакриде у меня в сете залива и вот этой перчаткой. Получается, суть тайминга вы уже поняли, да? Получается, Сакриде ультует, накидывает свои дебафы, которая уязвимость к яду. И получается, после нее ультует Шмыгли с повышенным уроном на 20%. Вот, поэтому очень хорошо эта перчаточка заходит сюда. Талантом, в принципе, ничего не менялось, все по-старому. Так, ну и расстановка у меня вот такая. В принципе, что, вроде как разобрались. Рандом просто жуткий, сразу говорю, поэтому не рассчитывайте, что вы там пару ударов сделаете, и все у вас будет замечательно. Не, ну если повезет, то может быть таки будет, но рандом очень-очень жуткий. И, кстати, почему-то происходит, многие до сих пор и не поняли, у нас здесь 40% шанс на то, что Джорн зальет наших героев. То есть тут не 100% шанс. Из-за этого, соответственно, вот эта вся басня и происходит. Потому что каждый бой у нас по-своему индивидуальный. У нас может там Сакра ультануть в другое время. Потом Огак у нас вообще, так как он от таймингов отвязан, он, получается, каждый раз ультует в разные моменты. Потому что там залил его Джорн, не залил. Именно из-за этого весь вот этот балаган и происходит. Все, думаю, все поняли. Хотя все равно этот скилл, меня это напрягает, потому что мы по факту заливаемся с боевого. Потому что именно в моменте боевого мы получаем урон огнем. Потому что Джорн дамажит сам себя. Но он дамажит себя 5 раз. И получается, вот этот не залив срабатывает в тот момент, когда из 5 раз, мать его, раз, на какого-то из героев ни разу это не прокнуло. Вот, поэтому такой вот бред. Но что поделать. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Код команды кину в описании, чтобы вы могли каждую шмоточку посмотреть. Кто не в курсе, уже 4-й сезон идет, некоторые до сих пор не понимают. Не сохраняя команду, можно нажать на персонажа при загрузке кода и посмотреть каждую шмотку. Потому что некоторые берут, просто загружают, сохраняют команду, а потом у них там черти что творится. Так что это тоже важный момент. Как бы это странно ни звучало, 4-й сезон, но тем не менее. Многие так делают. Вот так делать не надо. Не надо.
не надо, поняли? Все, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.